Привет, ARMY. Мирк-поп движется быстро. Иногда слишком быстро. Камбэки накладываются друг на друга. Тизеры выходят в полночь. Концептуальные фотографии меняются каждый час. Расписания накладываются друг на друга. Шум повсюду. И все же, время от времени. Что-то невероятно маленькое. Что-то почти бесшумное. Умудряется остановить весь мир разом. Не концерт. Не заголовок. Не неожиданный альбом. Просто одна история в Инстаграм. И каким-то образом этого было достаточно. Потому что на этот раз это пришло от того, кому никогда не нужно было кричать, чтобы быть услышанным. Ким Тэ-хён. Более известный миру как Ви из BTS. Музыка становится тише, ровнее. Он не вернулся с кинематографической фотосессией. Никакого драматического освещения. Никакого тизерного постера. Никакой загадочной подписи. Ничего подобного. Вместо этого он просто открыл камеру, нажал запись и снял себя в спортзале. Вот и все. Просто спортзал. Простые стены. Простые тренажеры. Никакой роскоши. Никакого стиля. Никаких фильтров. Просто реальность. И все же, когда дело доходит до Тэ-хёна, ничто никогда не бывает просто обычным. В коротком видео он бежит. Сосредоточенный. Тихий. Ровное дыхание. Спокойный ритм. Никакого представления. Никакого позирования ради внимания. Просто движение. Естественное. Непринужденное. Почти личное. Такой момент, который кажется, будто им и не суждено было быть показанным. И, возможно, именно поэтому он показался таким сильным. Потому что на несколько секунд мы не чувствовали, что смотрим на идола. Создавалось ощущение, что мы просто наблюдаем за человеком. Бегущий. Дышащий. Существующий. Затем появилась маленькая деталь. Одно предложение. Он написал, что бежал. 1 час и 20 минут. Не 20 минут. Не 30. 1 час и 20. И, как ни странно, эта цифра изменила все. На мгновение. Фанаты затихли, переваривая. А потом тишина взорвалась. Через несколько минут социальные сети начали заполняться. Один и тот же вопрос. Снова и снова. Что это значит? Потому что с Тэ-хёном это никогда не кажется случайным. Никогда не бывает случайным. Каждое появление кажется преднамеренным. Каждое отсутствие кажется преднамеренным. Даже молчание кажется преднамеренным. Для широкой публики это может выглядеть просто. Просто здоровый распорядок дня. Просто мужчина тренируется. Просто кто-то заботится о своем теле. Ничего больше. Но ARMY знают лучше. Или, по крайней мере, они чувствуют, что всегда есть что-то большее. Потому что история научила их. Тэ-хён редко действует без цели. И время сделало невозможным игнорировать это. Несколько недель, может быть, месяцев. Ходили тихие предположения. Слухи циркулировали в онлайн-сообществах. Шепот о чем-то большем. О чем-то художественном. О чем-то необычном. А потом появились эти просочившиеся изображения.
Загадочная мозаичная инсталляция. Огромная. Сложная. Тысячи кодов и символов, образующих лицо. Его лицо. И вдруг разговор переключился на другую тему. Музыка. Искусство. Идентичность. Философия. Люди начали соединять точки. Возможно, слишком много точек. Возможно, недостаточно. Никто толком не знал. Но все это чувствовали. Что-то нарастало. Что-то невидимое. Что-то ожидающее. И вот, когда Тэхён снова появился. Не на сцене. Не в студии. А в спортзале. Выглядя здоровее, подтянутее, сильнее. Это не казалось совпадением. Это казалось подготовкой. Что делало это еще более захватывающим. То, чего он не сделал. Он не объяснил. Он не уточнил. Он не намекнул. Никакой длинной подписи. Никакого сообщения. Никакого «скоро». Ничего. Он просто появился. Убежал. И снова исчез. Как проплывающая тень. И каким-то образом. Эта тишина говорила громче любого объявления. Потому что в индустрии, зависимой от продвижения, Тэхён выбирает сдержанность. В то время как другие кричат, он шепчет. В то время как другие заваливают ленты новостей, он оставляет фрагменты. И, как ни странно, эти фрагменты распространяются дальше. Фанаты начали анализировать все. Время. 1 час и 20 минут. 80 минут. Некоторые связывали это с датами. Некоторые связывали это с расписанием. Некоторые указывали на 15 февраля. Некоторые говорили, что это ничего не значит. Некоторые говорили, что это значит все. Была ли это подсказка? Или мы все снова слишком много думаем? Честно говоря, никто не знает. И, возможно, это неопределенность. И есть суть. Музыка немного смягчается. Но помимо теорий, было кое-что еще, о чем люди не переставали говорить. Что-то гораздо проще. Гораздо более человечное. Как можно так хорошо выглядеть, пока потеешь в спортзале, без стиля, без сценического грима. Просто спортивная одежда. Растрепанные волосы. Сосредоточенный взгляд. И все же, он все еще излучает что-то. Почти несправедливое. Естественное обаяние. Непринужденное присутствие. Такое, которое нельзя создать искусственно. Фанаты шутили. У Бога явно есть любимчики. И этот любимчик бежал на беговой дорожке. Даже после интенсивной тренировки он выглядел свежим, ярким, нетронутым усталостью. Как будто усталость просто отказывалась оставаться с ним. Но помимо восхищения, наблюдатели в индустрии увидели нечто более глубокое. Потому что в корейской индустрии развлечений физические изменения редко происходят без причины. Артисты не начинают тренироваться усерднее. Без цели. Сила обычно означает подготовку. Подготовка для чего-то грандиозного. Альбом. Фильм. Тур. Выставка. Что-то, требующее выносливости. Присутствие. Выносливости. И когда вы помещаете этот скрепку из спортзала, рядом со слухами о мозаике, рядом с долгим молчанием,
рядом с растущими разговорами в мире искусства. Кусочки начинают складываться. Не идеально. Не четко. Но достаточно, чтобы чувствовать себя целенаправленно. Физическая подготовка. Психологическая подготовка. Художественная подготовка. Корейские СМИ позже описали это идеально. Самый тихий, но самый громкий шаг. Никакого тизера. Никакого пресс-релиза. Никакого расписания. И все же. Все говорили. Все из-за беговой дорожки. Все из-за 80 минут. Все из-за тишины. И это всегда было сильной стороной Тэхёна. Повествование. Он понимает историю. Он понимает тайминг. Он понимает отсутствие. Иногда. Не появление. Создает большее впечатление, чем любое выступление. Для него. Молчание – это не пустота. Это общение. Конец января. Начало февраля. Это решающие месяцы. Музеи планируют выставки. Лейблы готовят анонсы. Глобальные проекты фиксируют свои графики. Поэтому, когда его пост попал, прямо в этот момент, он показался слишком идеальным, слишком точным, чтобы игнорировать. Он тренируется к туру, готовится к художественной выставке, наращивает выносливость для чего-то физически сложного? Или что-то совершенно новое? Что-то, чего ни один айдол раньше не пробовал? Ни у кого нет ответов. И, как ни странно, именно это и делает все таким захватывающим. Потому что Тэхён никуда не спешит. Он не гонится за вниманием. Он не выпрашивает любопытства. Он просто существует. И внимание следует за ним естественным образом. СМИ пишут. Фанаты строят предположения. Мир ждет. И все это без единого слова с его стороны. И, возможно, поэтому этот момент ощущается иначе. Не как типичное возвращение. Не броско. Не громко. Но зрело. Спокойно. Уравновешенно. Как человек, который вырос. Прошел долгий путь. И теперь возвращается. Не просто как артист, а как личность. Готов рассказать что-то более глубокое. Что-то более личное. Если проект действительно грядет, возможно, это будет не только музыка. Возможно, это заявление. Идентичность. История, которую может рассказать только он. Но пока у нас есть лишь фрагменты. Мозаика. Долгая тишина. Видеозапись из спортзала. 1:20. Вот и все. Мелкие детали. Обычные вещи. И все же. История показала. Великие истории часто начинаются именно так. Тихо. Почти незаметно. Потому что, когда Ким Тэхён начинает двигаться в тишине, мир учится обращать внимание. Будет ли 15 февраля давать ответы? Или мы подождем дольше? Никто не знает. И, возможно, нам пока не положено знать. Что мы знаем? Просто. Он выглядит здоровым, сосредоточенным, сияющим. А иногда одного этого достаточно. Достаточно, чтобы заставить миллионы остановиться. Достаточно, чтобы интернет перестал листать ленту. Достаточно, чтобы мир задумался. В эпоху, одержимую шумом, Тэхён выбирает тишину. В индустрии, зависимой от скорости.
Он выбирает терпение. И каким-то образом этот тихий ритм кажется сильнее всего громкого. И вот снова. Без объявлений. Без обещаний. Без объяснений. Он просто появляется. Бежит. Потеет. Мягко улыбается. И уходит, позволяя миру сделать все остальное. Может быть, это подсказка. Может быть, это ничего. Может быть, мы слишком много думаем. Может быть, нет. Ответ остается висеть в воздухе. Невысказанное. Неподтвержденное. Ожидание. Но одно неоспоримо. Каждый его шаг сейчас кажется целенаправленным, осознанным, тщательно выверенным. И пока он молчит, наше любопытство будет только расти. Возможно. В этом сегодня заключается главная сила Ким Тэ Хёна. Он не гонится за вниманием. Внимание гонится за ним. И когда, наконец, настанет время, когда все станет ясно, может быть, мы оглянемся на этот маленький момент, этот тихий бег на беговой дорожке, и поймем, что это было совсем не случайно. Это было начало чего-то гораздо большего.